Где-то здесь начинается путь в один из самых загадочных миров Земли. Амазонка скрывает больше, чем показывает. Здесь вода дышит, лес наблюдает, а тишина не всегда означает безопасность. Добро пожаловать на канал Earth of Secrets. Напишите в комментариях, из какого города вы отправляетесь с нами в это путешествие. Итак, Амазонка. Вступление. Есть реки, которые не прощают ошибок. В мутной воде за тобой могут наблюдать. Здесь даже вода может стать оружием. А ночью Амазонка становится другой. Амазонка — река, которая не прощает ошибок. Амазонка просыпается. Амазонка не похожа на обычную реку. Она не просто течет сквозь лес. Она создает вокруг себя целый мир. Мир, где вода может быть дорогой, границей, укрытием и ловушкой. С высоты она кажется бесконечной зеленой артерией, которая разрезает сердце Южной Америки. Но стоит приблизиться ниже, к самой воде, и все меняется. Поверхность спокойна. Птицы кричат где-то над кронами, ветер едва касается листьев. И кажется, будто здесь царит мир. Но в Амазонке спокойствие часто бывает только маской. Под этой водой может двигаться тень. В этих зарослях может ждать хищник. А за каждым всплеском может скрываться история, которую лучше не узнавать слишком близко. Здесь человек быстро понимает одну простую вещь. Он не главный. Он может прийти с лодкой, с камерой, с картой, с уверенностью, что все контролирует. Но Амазонка не подчиняется человеку. Она живет по древним законам, законам воды, тени, голода и выживания. Днем эта река может быть прекрасной. Солнце отражается в мутной воде, лес дышит влажным воздухом, птицы пролетают над берегами, и кажется, что сама природа раскрывает перед тобой свои тайны. Но чем дольше ты смотришь, тем яснее понимаешь, эта красота не создана для безопасности. Здесь каждый звук имеет значение. Каждый круг на воде — причина. Каждое движение в тени — чей-то выбор. Амазонка не пугает сразу. Она дает тебе время поверить, что ты в безопасности. И именно в этот момент она становится опасной. Вода, в которой нельзя видеть дно. Амазонка становится опасной не тогда, когда ты видишь хищника, а тогда, когда ты ничего не видишь. Ее вода редко бывает прозрачной. Она несет в себе землю, листья, ил, ветви, следы дождей, затопленных берегов и тысяч километров пути. Ты можешь смотреть прямо под ноги и все равно не знать, что находится всего в нескольких сантиметрах от тебя. Корень, камень, яма, течение или что-то живое. Здесь глубина не всегда выглядит глубокой. Берег может казаться спокойным, вода неподвижной, лес безмолвным. Но в Амазонке тишина не означает безопасность. Иногда река выглядит как зеркало. Но под этим зеркалом другой мир. Мир, где движение может быть почти незаметным, где хищник не спешит, где добыча часто понимает опасность только в последний момент. Затопленные леса превращают Амазонку в настоящий лабиринт.
Деревья стоят прямо в воде. Корни уходят в темноту, ветки скрываются под поверхностью. И каждый такой участок может быть укрытием для рыбы, для змеи, для каймана. В такой воде трудно понять, где заканчивается берег и где начинается глубина. Трудно понять, что было просто всплеском, а что движением тела под поверхностью. Трудно понять, кто наблюдает за тобой. Амазонка не показывает свои опасности сразу. Она скрывает их. В мутной воде, в тени деревьев, в корнях, в ночных звуках. И чем тише становится река, тем внимательнее надо слушать. Потому что иногда под поверхностью нет ничего, а иногда там уже кто-то ждет. Черный кайман. Глаза древней реки. Сначала ты видишь только воду. Темную, медленную, почти неподвижную. Потом на поверхности появляются две маленькие точки. Два отражения. Два глаза. Они не двигаются, не моргают, не спешат. И в этом самое страшное, потому что в Амазонке не каждый хищник бросается сразу. Некоторые просто ждут, пока ты подойдешь ближе. Это не ветка, не тень, не игра света на воде. Это черный кайман. Черный кайман — один из самых внушительных хищников Амазонки. Он не выглядит суетливым. Он не тратит лишних движений. Он словно создан для этой воды. Темная спина сливается с поверхностью реки. Глаза остаются над водой, а все остальное тело скрыто в глубине. Именно поэтому его так трудно заметить. Ты можешь смотреть прямо на воду и не понимать, что на самом деле вода смотрит на тебя. Черный кайман не просто охотится, он использует реку. Муть скрывает его приближение. Тень прячет его форму. Тишина делает его почти невидимым. Он может ждать у берега, среди корней, рядом с затопленными ветками, там, где животные приходят пить, и там, где человек иногда забывает, что берег — это небезопасная граница. Представь берег Амазонки вечером. Воздух тяжелый от влаги, лес становится темнее, птицы замолкают не сразу, но постепенно. И кажется, что река тоже становится тише. Ты делаешь шаг к воде, потом еще один. Вода касается берега, где-то рядом падает капля. И все выглядит спокойно. Но в Амазонке спокойствие часто бывает последним предупреждением. Потому что под водой может двигаться тело. Тяжелое, темное, бесшумное. Оно не торопится. Оно не выдает себя. Оно ждет расстояния. Слишком маленького расстояния. И когда ты, наконец, понимаешь, что в воде было не отражение, может быть, уже поздно. Днем черный кайман кажется частью пейзажа. Темная линия на воде, пара глаз, тень среди корней. Но ночью все меняется. Лес начинает звучать иначе. Вода становится черной, берег исчезает в темноте, и каждый всплеск
заставляет сердце остановиться на секунду. В темноте глаза каймана могут быть единственным, что ты успеешь заметить. 2 точки над водой, неподвижные и слишком близкие. Черный кайман не нуждается в страхе. Он не пугает ради зрелища. Он просто делает то, что делал тысячи лет. Ждет, слушает воду, чувствует движение и исчезает так же тихо, как появляется. Но в Амазонке опасность не всегда приходит с тяжелым телом и древними глазами. Иногда она приходит стаей, маленькой, быстрой и голодной. Пираньи. Стая, которая не шумит зря. Не всякая опасность в Амазонке появляется медленно. Не всякая смотрит на тебя древними глазами над водой. Иногда она маленькая, быстрая, почти незаметная. Одна рыба в мутной воде может показаться случайной тенью, но амазонка редко пугает одной тенью. Сначала ты видишь всплеск, потом еще один. Потом вода начинает дрожать, будто под ней что-то проснулось. И только тогда приходит понимание — это не одна рыба. Это стая. Пираньи давно стали частью легенд. О них рассказывают так, будто они за секунды превращают воду в живую ловушку. Но настоящая природа обычно страшнее кино, потому что она не преувеличивает, она просто работает. Пиранья не всегда бросается без причины. Она чувствует движение, запах, слабость, момент. И если вода уже мутная, если рядом паника, если что-то ранено, тогда маленькие зубы становятся частью большого механизма. Не хаоса, а системы. Самый тревожный момент не когда ты видишь зубы, а когда вода вдруг начинает двигаться сама. Круги расходятся по поверхности, листья дрожат, всплески становятся чаще, и тишина ломается на десятки маленьких ударов. Одна вспышка серебра, вторая, третья, и вот уже кажется, что сама вода зашевелилась. В такие секунды страх приходит не от размера, он приходит от количества. От скорости, от шума, от ощущения, что ты не успеешь понять, откуда пришел следующий удар. Пираньи не должны быть огромными, чтобы пугать. Им достаточно быть вместе. В Амазонке даже маленькое существо может стать частью большой угрозы. Одна пиранья — это зубы. Стая — это давление. Ритм — реакция. Голод, который движется не в одном теле, а сразу во многих. И в мутной воде это особенно страшно, потому что ты не видишь границу, не знаешь расстояния, не понимаешь, сколько их под поверхностью. Пираньи не шумят зря. Если вода вдруг оживает, если всплески становятся чаще, если спокойная поверхность начинает дрожать, значит, где-то рядом река уже приняла решение. Но в Амазонке есть опасность, которой даже не нужны зубы. Она не рвет воду, не бросается из тени, не поднимает стаю. Она просто делает так, что сама вода становится ударом. Электрический угорь. Удар, которого не видно.
Но в амазонке есть опасность, которой не нужны зубы. Ей не нужна стая, не нужна тяжелая пасть, не нужны древние глаза над водой. Она не рвет поверхность, не поднимает шум, не предупреждает всплеском. Она просто делает так, что сама вода становится ударом. В мутных заводях Амазонки живет существо, которое не обязано догонять добычу. Ему не нужно бросаться из темноты, не нужно кусать первым, потому что его оружие растворяется в воде. Электрический угорь — одно из самых странных существ Амазонки. Он не похож на привычного хищника. У него нет устрашающей гривы, нет огромной пасти над поверхностью, нет крика, который слышен издалека. Есть только длинное тело, темная вода и тишина. Но именно в этой тишине и скрыта его сила. Электрический угорь использует разряд не как фокус, а как настоящий инструмент выживания. Он чувствует воду, чувствует движение, чувствует присутствие рядом. А когда приходит момент, бьет. Самое страшное в электрическом угре не его внешний вид и даже не сам разряд. Самое страшное — ты не видишь, когда именно приходит удар. Поверхность воды может оставаться спокойной, листья — неподвижными, берег — тихим. И все вокруг будто бы не предвещает угрозы. Но под этой тишиной уже может идти охота. Короткое движение, сигнал, разряд. И тело жертвы на секунду перестает принадлежать самой себе. В такой момент вода перестает быть просто водой. Она становится проводником силы. Силы, которую не видно глазами. В Амазонке опасность не всегда приходит с клыками и челюстями. Иногда она приходит через воду, через прикосновение, через невидимый импульс, который проходит сквозь тишину. Электрический угорь напоминает, в этой реке даже сама стихия может работать против тебя. Здесь нельзя доверять только глазам, нельзя верить спокойной поверхности. Нельзя думать, что если ты не видишь угрозу, ее нет. Потому что иногда самый опасный удар не оставляет тени, не показывает зубов, не дает времени отступить. Он просто проходит через воду. Но даже после этого амазонка умеет удивлять еще сильнее, потому что иногда в глубине этой великой реки оказывается хищник, которого ты ждешь увидеть только в океане. Бычья акула. Море, которое вошло в реку. После каймана, после пираний, после удара, который проходит через воду, кажется, амазонка уже ничем не удивит. Но у этой реки есть еще один способ напугать. Иногда в ее мутной глубине появляется хищник, которого ты ждешь увидеть только в океане. Не среди корней, не под навесом джунглей, не в великой пресной реке. Но амазонка умеет стирать границы. Границу между привычным и невозможным. Между рекой и морем. Именно поэтому здесь может появиться бычья акула. Бычья акула — одна из немногих акул, способных заходить в пресную воду. Для большинства людей акула — это запах соли, волны, берег океана, открытая глубина. Но бычья акула ломает это представление. Она может входить в устье рек,
подниматься выше по течению, оказываться там, где мысль об акуле сама по себе кажется неправильной. И в этом ее настоящая сила. Не только в челюстях, не только в теле хищника, а в неожиданности. Потому что человек может бояться каймана, может помнить о пираньях, может избегать темных корней у берега, но не каждый готов к мысли, что в большой реке его может ждать акула. Представь широкую мутную воду Амазонки. Дождевой воздух. Тяжелое небо. Берега, скрытые зеленью, и ощущение, что перед тобой только река. Но иногда вместе с течением сюда приходит море. Не волнами, не штормом, не пеной на поверхности, а телом хищника, который не должен быть здесь, но все же здесь. В мутной воде плавник может быть не виден, движение незаметно, силуэт растворен в глубине. И потому встреча с такой акулой страшна не только зубами. Она страшна нарушением привычного мира. Потому что в этот момент ты понимаешь, Амазонка больше не подчиняется даже нашим представлениям о природе. Бычья акула напоминает о простой вещи. Опасность не всегда приходит оттуда, откуда мы ее ждем. Иногда страх рождается не из рыка, не из всплеска, не из клыков над водой, а из самой мысли, что хищник оказался не на своем месте. Ты смотришь на реку и думаешь о течении, о корягах, о каймане, о стае рыб, но не об акуле. И именно поэтому бычья акула пугает особенно сильно. Она вносит океан в сердце реки. Она приносит соленый страх в пресную воду. Но Амазонка умеет не только пугать. Иногда из ее мутной глубины поднимается не кошмар, а существо, словно пришедшее из доисторического мира. Арапайма – гигант, который всплывает из прошлого. Но Амазонка умеет не только пугать. Иногда из ее мутной глубины поднимается не кошмар, а существо, словно пришедшее из доисторического мира. Сначала ты видишь только круги на воде. Потом тяжелое движение под поверхностью. Затем вода будто раскрывается, и на мгновение появляется гигант. Ни с рыком, ни с атакой, ни с резким броском из тени, а спокойно, тяжело, почти торжественно. Так в Амазонке появляется Арапайма. Арапайма — один из самых впечатляющих гигантов Амазонки. Ее тело кажется слишком большим для обычной рыбы, слишком древним для привычного мира, слишком спокойным для реки, где все борется за выживание. В ее движении нет суеты. Она не мелькает, как стая, не исчезает, как тень каймана, не бьет водой, как электрический угорь. Она просто проходит сквозь мутную глубину, словно огромная память реки. И когда Арапайма всплывает, чтобы вдохнуть воздух, кажется, будто сама Амазонка на секунду делает вдох вместе с ней. В мутной воде трудно понять, что движется внизу. Иногда кажется, что это просто течение, или большая тень от облака, или ствол дерева, который медленно несет река. Но потом поверхность начинает подниматься. Один круг расходится по воде,
за ним второй. И вдруг из глубины выходит тело, которое не похоже на обычную рыбу. Широкое, мощное, покрытое крупной, почти бронзовой чешуей. Оно появляется лишь на мгновение, делает вдох и снова исчезает в коричневой глубине. Как будто река показала тебе тайну и тут же забрала ее обратно. Арапайма не должна быть злой, чтобы вызывать трепет. Иногда пугает не агрессия, пугает размер, возраст. Ощущение, что перед тобой существо, которое знает эту реку лучше, чем человек когда-либо сможет понять. В Амазонке есть страх зубов, есть страх яда, есть страх тьмы. Но есть и другой страх. Страх перед величием, перед тем, что живет рядом с нами, но будто принадлежит другой эпохе. И все же Амазонка — это не только вода, не только глубина, не только гиганты, исчезающие под поверхностью. Потому что там, где река касается леса, начинается другая охота. Тихая, пятнистая и почти невидимая. Ягуар. Тень, которая охотится на берегу. И все же Амазонка — это не только вода, не только глубина, не только мутные течения и гиганты, исчезающие под поверхностью. Потому что там, где река касается леса, начинается другая охота. Без всплеска, без стаи, без удара через воду здесь опасность не выходит из глубины. Она смотрит из зеленой тени. Сначала ты замечаешь только лес, лианы, влажные листья, темные стволы, солнечные пятна на земле. А потом понимаешь, одно из этих пятен смотрит на тебя. Ягуар. Ягуар — один из самых совершенных хищников Амазонки. Он не просто живет в лесу, он читает его. Каждый запах, каждый след, каждую тень между деревьями. Но главное, он не боится воды. Для многих кошек река — преграда, для ягуара — дорога. Он может идти вдоль берега, словно тень, которая выбрала форму зверя. Он может исчезнуть в траве, войти в воду, переплыть на другой берег и снова раствориться среди деревьев. В Амазонке ягуар — это не просто житель леса. Это граница между двумя мирами. Между рекой, которая скрывает, и лесом, который наблюдает. Охота ягуара редко начинается с шума. Она начинается с тишины, с неподвижного взгляда, с напряжения в мышцах, с шага, который почти невозможно услышать. Он не спешит, он не тратит силу зря. Он ждет момент, когда расстояние исчезнет. Один шаг. Пауза. Еще один. Лист едва шевелится. Птица замолкает. Воздух будто становится тяжелее. И в этот момент лес уже знает, что должно произойти. Потом рывок. Короткий. Мощный. Почти без предупреждения. И вся красота ягуара на секунду превращается в чистую силу. Пятна ягуара — это не просто красота. Это язык леса. Свет проходит сквозь листья и падает на землю кусками. Тень ломается на пятна. Корни, ветки,
сухая листва, все становится узором. И среди этого узора ягуар может исчезнуть, даже оставаясь прямо перед тобой. Ты смотришь, но не видишь. Слушаешь, но не слышишь. А он уже выбрал место, выбрал направление, выбрал момент. В мире ягуара невидимость — это не магия, это мастерство. Если кайман принадлежит темной воде, то ягуар принадлежит границе. Границе между рекой и лесом, между светом и тенью, между тишиной и последним рывком. Он не самый большой зверь Амазонки, не самый шумный, не самый заметный, но именно поэтому он кажется еще опаснее. Потому что настоящий хищник не всегда должен показывать себя. Иногда достаточно знать, что он где-то рядом. Но амазонка снова меняет правила. После силы приходит цвет. Ядовитые лягушки. Маленький цвет смерти. После силы приходит цвет. После тяжелой тени ягуара маленькое яркое пятно на листе. На первый взгляд красота. Капли воды, зеленый лист и крошечное существо, которое почти не кажется опасным. Но в амазонке красота часто говорит языком предупреждения. Ядовитая лягушка не рычит, не гонится за добычей, не бросается из тени. Она просто сидит на листе. Яркая, маленькая, почти беззащитная на вид. Но ее цвет — это не украшение, это сигнал, предупреждение, граница, которую лучше не пересекать. В мире амазонки иногда самый громкий крик — это тишина яркого цвета. Амазонка снова напоминает: опасность не обязана быть большой. Она может не иметь клыков, не оставлять следов на берегу, не двигать воду. Иногда она просто ждет на листе. И если в реальном мире амазонка говорит цветом, то в мире легенд она говорит голосом воды. Легенда реки. Якумама. Но амазонка живет не только в фактах, не только в названиях животных, не только в цифрах, картах и научных объяснениях. У такой реки обязательно появляются легенды. Потому что когда ночью ты слышишь всплеск в темноте, когда вода движется, но ты не видишь, что под ней, разум начинает искать имя для этого страха. В амазонских преданиях есть имя, которое звучит как шепот воды. Якумама. Мать воды. Ее представляли как огромную змею, живущую в глубине рек и лагун. Существо, которое не просто обитает в воде, а будто само является частью этой воды. Для одних это легенда, для других — предупреждение. Для тех, кто вырос у реки, такие истории были способом помнить. У воды есть сила, у воды есть память, и к воде нельзя относиться без уважения. Может быть, Якумама — это не просто чудовище из рассказов. Может быть, это образ самой амазонки. Река, которая кормит, скрывает, защищает и забирает тех, кто забывает ее законы. Ведь человеку
всегда было трудно признать, что природа сильнее его. Проще назвать страх легендой, проще назвать тьму сказкой, проще поверить, что река молчит. Но амазонка никогда не молчит. Она просто говорит нечеловеческим голосом. Финал. Река, которая не прощает ошибок. Амазонка не злая. Она не охотится на человека специально. Она просто живет по своим древним законам. Здесь вода может быть дорогой, тень хищником, цвет предупреждением, а тишина — последним знаком перед опасностью. В этой реке все имеет смысл. Каждый всплеск, каждый след на берегу, каждый взгляд из темноты, каждый яркий цвет на зеленом листе. Амазонка не просит страха. Она требует уважения. Потому что здесь ошибка — это не просто ошибка. Это момент, когда человек забывает, что он не главный. Амазонка — река, которая не прощает ошибок. Если хочешь продолжить путешествие по самым загадочным местам Земли, подпишись. Впереди еще много тайн, о которых природа говорит шепотом.